Глядя на него в мировых хитах «Слава» или в мистическом триллере «Раскопанная могила», кажется, что этот парень родился с золотой ложкой во рту. Идеальная фарфоровая кожа, аристократические манеры, спокойная уверенность и взгляд принца, который знает себе цену. Многие фанаты, впервые увидев его на экране, были уверены, перед ними сын Чеболя или наследник богатой бизнес-империи. Но реальность оказалась куда более суровой и драматичной, чем любой сценарий дорамы. Мало кто знает, что за этой глянцевой, дорогой картинкой скрывается голодное детство, жизнь в сырых подвалах, огромные долги родителей и ежедневная, изматывающая борьба за достоинство и жизнь брата-инвалида. История Ли Дахёна – это не сказка о внезапном успехе. Это хроника железной воли, самопожертвования и бесконечной любви к семье. Как он выбрался из нищеты, работая разносчиком газет, и стал главной гордостью своей семьи. Как он, будучи отвергнутым на многих прослушиваниях, стал одним из самых востребованных актеров поколения. Это история, которая заставит вас взглянуть на него совершенно другими глазами. Ли Дахён, настоящее имя которого Лим Дон Хён, родился 11 апреля 1995 года в Сеуле, но его детство и юность прошли в городе Ильсан. С самых ранних лет он понял, что мир несправедлив. Его семья жила не просто скромно, а они находились на грани выживания. Из-за постоянной нехватки денег им приходилось часто переезжать, и каждое новое жилище было хуже предыдущего. Дахён вспоминал дом, который навсегда остался в его памяти как кошмар, крошечное пространство, пропитанное сыростью, где стены покрывала плесень, а ночью слышался шорох насекомых. В таких условиях было трудно даже дышать, не то что мечтать о великом будущем. Он рос в простой семье трудяг, которые делали все возможное, чтобы дети не голодали. Мама работала на нескольких работах, включая тяжелый труд разносчицы газет, а отец хватался за любую возможность заработка, пытаясь покрыть бесконечные долги, которые росли как снежный ком. Но главным испытанием для семьи, которое определило всю дальнейшую жизнь Дахёна, стало состояние его младшего сына. Брат Ли Дахёна родился с особенностями развития, у него интеллектуальная инвалидность. Это обстоятельство заставило будущего актера повзрослеть намного раньше сверстников. Пока другие дети играли во дворе, он учился быть опекуном, защитником и лучшим другом для того, кто не мог постоять за себя. В школьные годы Ли Дахёну часто приходилось быть не просто старшим братом, а настоящим телохранителем. Дети бывают жестоки, и из-за особенностей развития его младший брат нередко становился мишенью для злых шуток и издевательств. Дахён никогда не стоял в стороне и не делал вид, что это его не касается. В одном из откровенных интервью он рассказал историю, от которой сжимается сердце. Однажды ему позвонили и сказали, что над его братом издеваются хулиганы. Ли Дахён, не раздумывая, сорвался с уроков, прибежал на место и, не боясь вступить в драку с превосходящими силами, отстоял честь брата. С тех пор в школе знали, если вы тронете младшего, вам придется иметь дело со старшим. Он всегда с невероятной теплотой говорит о брате, называя его самым честным и невинным человеком на свете, в котором нет ни капли лжи, жадности или злости. Именно брат научил его быть искренним. Но, несмотря на глубокую привязанность, у юного Дахёна были и свои личные амбиции. Его первой большой страстью был спорт, а именно баскетбол. Он был талантливым игроком, выступал за школьную команду и всерьез мечтал о профессиональной спортивной карьере. Баскетбол был его отдушиной, местом, где он мог забыть о проблемах дома. Однако отец, уставший от жизненной нестабильности и понимавший, как короток век спортсмена, был категорически против. Он мечтал, чтобы сын выбрал надежную, стабильную профессию и перестал витать в облаках. Это сопротивление отца стало переломным моментом. Ли Дахён, вынужденный отказаться от спорта, начал искать новую мечту. И однажды, посмотрев фильм «Подсолнух» с Ким Рэ Воном, он понял, он хочет быть актером. Он хочет вызывать у людей такие же эмоции. Но путь к экрану оказался тернистым. Отец был против и актерства, поэтому Дахён записался в акторскую академию тайком на деньги, которые дала мама. Когда правда вскрылась, ему пришлось доказывать отцу, что это не просто каприз. И он доказал это своим каторжным трудом.
Будучи студентом театрального факультета университета Чунан, он отличался от беззаботных однокурсников. Пока другие бегали по вечеринкам и свиданиям, Ли Дохён работал на износ. Семья по-прежнему тонула в долгах, денег катастрофически не хватало. Чтобы помочь родителям, он брался за любую подработку, какой бы тяжелой она ни была. Он мыл горы посуды в ресторанах, работал официантом в кафе, а по утрам, когда город еще спал, помогал маме разносить газеты. Видя, как тяжело приходится матери, как грубеют ее руки от тяжелой работы, он дал себе слово: как только добьется успеха, она больше не будет работать ни дня. Его главной целью стала не слава, не поклонницы и не красные дорожки, а возможность расплатиться со всеми семейными кредитами. Он жил в режиме жесткой экономии. Даже когда начал получать первые, совсем небольшие роли, он не тратил деньги на себя, откладывая каждую вону, чтобы приблизить день финансовой свободы. Его дебют состоялся в 2017 году в хитовой дораме «Мудрая жизнь в тюрьме», где он сыграл героя Чон Кён Хо в молодости. Роль была небольшой, но яркой, зрители и критики сразу заметили харизматичного новичка. Но настоящий прорыв, после которого о нем заговорила вся Азия, случился в 2019 году благодаря дораме «Отель Дель Луна». Роль Го Чон Мёна, первой любви главной героини, превратила его в звезду. Его персонаж, который превратился в светлячка и ждал любимую 1000 лет, разбил сердце миллионам зрительниц. Именно тогда продюсеры поняли, этот парень умеет играть глазами так, как не умеют многие ветераны индустрии. Затем последовали успешные проекты «Снова 18» и «Милый дом». «Снова 18» он сыграл взрослого мужчину в теле подростка, и эта роль принесла ему престижную награду Пэксон как лучшему новому актеру. Стоя на сцене, он едва сдерживал слезы благодаря родителей. Гонорары начали расти, и Ли Дохён наконец-то смог осуществить свою главную мечту. Он не купил себе спорткар. Он пришел к родителям, положил перед ними банковскую книжку и сообщил, что полностью закрыл все долги семьи. В тот день он сказал маме ту самую фразу: «Увольняйся, теперь я обо всем позабочусь». Позже он перевез семью в новый просторный дом с большими окнами и современной вентиляцией, настоящая роскошь после тех подвалов, в которых они жили раньше. Актер признавался, когда он увидел счастливые, спокойные лица родителей и брата в новом доме, он впервые почувствовал себя по-настоящему успешным мужчиной. Интересно, что Ли Дохён известен своим фанатичным подходом к работе, который иногда граничит с безумием. Ради роли он готов на все. Например, когда он готовился к роли в дораме «Милый дом», он специально перестал общаться с людьми на съемочной площадке, чтобы вжиться в образ замкнутого и холодного лидера. А однажды, еще в начале карьеры, он расстался со своей девушкой, чтобы лучше понять чувства своего персонажа, который переживал разрыв. Он признался, что ему нужно было прочувствовать эту боль по-настоящему. Такой перфекционизм сделал его одним из самых уважаемых молодых актеров. Сейчас Ли Дохён – одна из самых ярких звезд корейской индустрии. Однако даже на пике популярности, после оглушительного успеха дорамы «Слава», «The Glory» и «Плохая мать», он принял мужественное решение не откладывать службу в армии. В августе 2023 года он заступил на службу в военный оркестр ВВС Республики Корея. Многие боялись, что перерыв скажется на его популярности, но вышло наоборот. Фильм «Раскопанная могила», который вышел в прокат, когда актер уже носил военную форму, стал абсолютным феноменом, собрав более 10 миллионов зрителей. В этом фильме он сыграл современного шамана, покрытого татуировками. Ради этой роли он выучил сложные буддийские сутры и проводил часы в гримерке, нанося на тело иероглифы. Ли Дохён стал актером-миллионником, даже не присутствуя на премьере, что в индустрии считается огромной редкостью. Но не только карьера привлекает к нему внимание прессы. Фанаты по всему миру были в шоке и восторге, когда знаменитое издание «Диспетчер» раскрыло его отношения с актрисой Лим Джи Йон. Они вместе снимались в дораме «Слава», где их герои были врагами. Ирония судьбы: пока на экране она избивала его возлюбленную, а он планировал месть, в реальной жизни между ними вспыхнули чувства. Несмотря на разницу в возрасте, Лим Джи Йон старше его на 5 лет, и огромное давление общественности, их пара считается одной из самых крепких.
Ли Дахён даже в армии находит способы заботиться о ней, и когда он выходит в увольнение, их часто видят на свиданиях. Это тот редкий случай, когда новости об отношениях не разрушили карьеру айдола, а наоборот, вызвали волну поддержки, ведь фанаты видят, как искренне они счастливы. История Ли Дахёна – это не просто красивый рассказ об удаче в шоу-бизнесе. Это мощный пример того, как человек, прошедший через унизительную бедность, долги и тяжелый физический труд, смог сохранить доброе сердце. Он не озлобился на мир, не заболел звездной болезнью. Он все так же смущается, когда его называют красивым, краснеет на развлекательных шоу и все также посвящает все свои награды семье и брату. Его жизнь доказывает, неважно, в каком доме ты родился, важно, какие цели ты ставишь и ради кого ты живешь. Друзья, а как вы относитесь к этому невероятному актеру? Какая его роль тронула вас больше всего? Самоотверженный светлячок в «Отель Дель Луна», заботливый сын-прокурор в «Плохой матери», хладнокровный мститель в «Славе» или, может быть, харизматичный шаман в «Раскопанной могиле»? Верите ли вы, что такие парни еще существуют в реальности? Обязательно напишите свое мнение в комментариях, нам, правда, очень интересно почитать ваши мысли. Если история Ли Дахёна вдохновила вас или заставила задуматься, не забудьте поставить лайк этому видео, это лучшая награда для нас. И, конечно, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски о тайной жизни ваших любимых звезд. До встречи в новом видео!